А вот они, наши монеты. Эй, скажи привет. Скажи привет. И приятного просмотра. Доброго времени суток, друзья! Сегодня читаем книга Моана «Через океан». Моана – юная дочь вождя племени Матунуи. Она ни разу не покидала родную деревню, но когда тьма начинает распространяться от острова к острову, уничтожая все живое, океан делает свой выбор. Теперь Моане предстоит отправиться за риф, объединиться с многоликим полубогом Мауи и восстановить гармонию природы. Начинаем читать. Посреди океана раскинулся невероятной красоты вечнозеленый остров Матунуи. Несколько поколений островитян обитали здесь, защищенные барьерным рифом. Остров служил им убежищем от штормов, они наслаждались спокойными водами и достатком рыбы. Древние сказители передавали из уст в уста легенду о Тефити, матери острова. Согласно легенде, Тефити была богиней и сердцем своим сотворила жизнь. Богиня щедро делилась силой со всем миром, но были те, кто желал завладеть сердцем Тефити и магией созидания. Самый дерзкий из них оказался Мауи, многоликий бог с волшебным крюком. Полубог в обличии сокола перелетел океан, чтобы забрать сердце Тефити. Лишившись сердца, богиня начала разрушаться, порождая тьму. Но когда Мауи пытался улететь, его атаковала ТК, демон земли и огня. Мауи... Вот здесь она живет. Возможно. Мауи, его крюк и сердце богини затерялось в море, и никто и никогда их больше не видел. Бабушка Тала обожала рассказывать детям истории, и даже сейчас, 1000 лет спустя, ТК и демоны глубин еще ищут сердце, скрывая во тьме, которая порождает растекаться, разгонять нашу рыбу. Один даже плачет, вот. Иссушать жизнь на островах от одного к другому. Она сделала паузу. Но сердце обретет тот, кто смело отправится за риф. А вот Моана. Это Моана. Хорошо. Он найдет Мауи, переправит его через Великий океан, вернет сердце Тефити и спасет Моана, всех нас. потому что она улыбается. Хорошо. Она ничего не боится. Славно. Дети были напуганы историей, все, кроме Моаны, внучки Талы. Я же говорила, это Моана. Ага. Да. Пока остальные ребятишки плакали, Моана побежала к берегу. Она наклонилась за ракушкой и увидела, как маленький черепашонок пытается спастись от стаи голодных птиц. Моана помогла малышу добраться до воды. Пока Моана наблюдала за уплывающим черепашонком, океан притих. Волшебным образом он расступился и показал девочке ракушку. Затем проявилась тропа сквозь толщу воды. Океан будто приглашал Моану поиграть. Собирая ракушки, Моана увидела в океане подарок – ярко-зеленый камень с узором спиралью – сердце Тефити. Но в этот миг раздался крик вождя Туи. Океан тут же вынес Моану на берег, чтобы вождь ничего не заметил. Сердце Тефити. Да, классно. И девочка случайно обронила сверкающий камешек. Туи, найдя свою дочь, обнял ее. Мать Моаны, Сина, присоединилась к ним, и они втроем направились к хижине. «Идем в деревню», — сказал Туи. «Однажды ты станешь главой нашего народа». Сина продолжила эту мысль. «И ты сделаешь столько прекрасного, моя рыбка». «О да», — добавил Туи, — «но сперва ты должна осознать, где твое место». По мере взросления Моаны, Туи обучал ее, рассказывая об обычаях и традициях своих предков. Ага, островитяне совместно трудились и играли. Каждый из жителей чтил остров и был благодарен ему за кокосы, рыбу и урожай. Они даже радовались неуклюжему петуху Хей-Хею. Да, когда Моана стала немножечко старше... Да, а ты помнишь, как ее зовут? Ну ладно, потом расскажут, наверное, в книге. Когда Моана стала немножечко старше, ее родители подарили ей особенный головной убор. Вождь Туи был уверен, его дочь станет великим лидером. А Моана по-прежнему была околдована водой. Только бабушка Тала понимала ее страсть, говоря: «Мы с морем крови одной». Моане исполнилось 16 лет, и вождь Туи отвел ее на вершину высочайшей горы. Это была... Разве ее не папа? Папа. Вождь Туи ее папа.
Это было сакральное место, где каждый вождь оставлял свой камень. Туи говорил, что когда Моана будет готова и возложит свой камень на гору, остров станет еще выше и ближе к небу. Так поступали их предки. Моана не могла оторвать взгляд от океана, а Туи все напоминал дочери, что ее будущее не в водах океана, а здесь, на острове. Ты будущее нашего народа, Моана, говорил вождь. Твои люди не там, они здесь. Моана стала чаще общаться с народом. Она старалась мудро решать проблемы. Оказалось, работы на острове хоть отбавляй, урожая становится все меньше. Да и рыбы в лагуне почти не осталось. Моана предложила выход – рыбачить за пределами рифа в открытом океане. Туи разозлился и настоял на том, чтобы Моана прекратила думать об океане. Никто не должен заплывать за риф. Позже Сина поведала Моане историю, как Туи когда-то вышел в океан, но стоило ему пересечь риф, на лодку обрушились беспощадные волны и забрали его лучшего друга. Туи не мог подвергнуть свой народ такой опасности, особенно свою единственную дочь, но Моана страстно хотела доказать, что за рифом намного больше рыбы. Взяв каноэ, она вместе со своим поросенком Пуа отплыла. Проблемы не заставили себя долго ждать. У самого рифа каноэ Моана потонула. Испугавшись, Моана схватила поросенка и поплыла к берегу. Поросенок? Да. Его что, так и зовут поросенок? Нет, его зовут Пуа. Пуа? Да. Ага. Пуа. Мгм. Поросенок Пуа. Да. Там она увидела бабушку Талу. Моана призналась ей, что отец был прав. Океан опасен. Видимо, настала ее очередь возложить камень на гору. Бабушка Тала не собиралась отговаривать Моану. Вместо этого она открыла своей внучке величайший секрет своего народа. Бабушка отвела Моану в тайную пещеру. По ее словам, там Моану ждали ответы на все ее вопросы. Кем тебе суждено быть? Иди туда, ударь в барабан и узнаешь. Моана через темный коридор вышла к странному месту. Она остановилась и увидела нечто, поразившее ее. Огромную пещеру с выходом в океан. И тут же на берегу стояли огромные каноэ мореплавателей. Сердце Моаны заколотилось, когда она забралась в одну из массивных лодок. Именно здесь она увидела барабан. Схватив палочки, она ударила в него, и звук от удара разнесся эхом. Сильный порыв ветра промчался по пещере, вспыхнули факелы, осветив рисунки предков. Казалось, мореплаватели из прошлого оживали. Моана будто бы видела поколение людей, бороздивших просторы океана. Ее предки не всегда жили на острове. «Мы плавали по океану», — кричала Моана, выбегая из пещеры. «А почему перестали?» «Мауи», — ответила бабушка Тала. Она объяснила, что после того, как полубог похитил сердце Тефити, распространилась тьма, которая продолжает растекаться, разгонять рыбу и иссушать жизнь на островах от одного к другому. Моана испугалась, когда бабушка показала ей почерневшую часть острова. Кто-то должен отправиться за риф, найти Мауи и вернуть сердце Тефити. Затем Тала дала Моане зеленый сверкающий камешек. Она же уже повзрослела. 16? Да. Какая маленькая. До этого еще меньше было. Ты ляжешь сегодня или нет? Моана испугалась, когда бабушка показала ей почерневшую часть острова. Кто-то должен отправиться за риф, найти Мауи и вернуть сердце Тефити. Затем Тала дала Моане зеленый сверкающий камешек. Давным-давно бабушка нашла его на берегу и сохранила, ожидая подходящего момента. «Я была там в тот день, океан выбрал тебя». И словно соглашаясь со словами Талы, океан взметнулся ввысь. Моана была поражена. Она ринулась в деревню на совет, чтобы рассказать всем о своем открытии. «Мы спасем наш остров». Ложись, ложись уже. Ну тут много картинок, ты же говоришь, что их смотрела уже. Ложись. А я не смотрела. Здрасте, приехали. Как не смотрела? «Мы спасем наш остров. У нас есть пещера с лодками, большими каноэ. Мы поплывем на них, найдем Мауи и заставим его вернуть сердце. Мы ходили по океану, значит сможем снова». Туи пришел в ярость. Ему надоели предложения выйти за пределы рифа, поэтому он решил сжечь все лодки. Он выхватил камень из рук Моаны и выкинул его с криком: «Нет никакого сердца, это просто камень!» Ползая в поисках камня, Моана внезапно обнаружила валявшуюся на земле бабушкину трость. Она сразу поняла, что-то случилось. Моана горевала, сидя у постели бабушки. Старушка обессилила, она сняла со своей шеи ожерелье, вложила в него камень и отдала его Моане со словами: «Ступай», — шептала она.
океан выбрал тебя. Когда найдешь Мауи, схватишь его за ухо и скажешь: «Я Моана из Матунуи». Ты сядешь в мою лодку, пересечешь океан, вернешь сердце Тефити. Она просила Моану плыть на звездный крюк, там, где созвездие, должен быть Мауи. «Но как я тебя оставлю?» – спрашивала Моана. «Как бы далеко ты ни отправилась, я всегда буду с тобой. Ступай». Моана поспешила в свою хижину, чтобы собрать необходимое для путешествия. В проходе показалась Сина. Она наблюдала за дочерью, а затем принялась ей помогать. Моане стало немножечко легче, ведь ее поддерживала мама. Моана направилась к пещере, спустила на воду одну из лодок, подплывая к рифу. Моана обернулась и увидела, как погас свет в хижине бабушки. Это был знак: бабушки не стало. Но затем светящийся скат стремительно отплыл от берега, проскользнул под лодкой и устремился за риф. Моана поняла, это был дух ее бабушки, и он воодушевлял ее идти вперед. Глубоко вздохнув, Моана поплыла за скатом прямиком к рифу, и вот она в открытом море. Настало время отыскать Мауи. На утро Моана обнаружила на своем борту пассажира Хей-Хея, смешного петуха из деревни. Кто же знал, что его общество то еще испытание? Но главным испытанием все же было управление лодкой в открытом океане. Моана едва справлялась, удерживая курс на рыболовный звездный крюк. Раздосадованная Моана кричала на море, но она оставалась глухо к ее мольбам. А затем случился шторм. Огромные волны обрушились на лодку, смыв Моану и петуха с борта. Их вынесло на небольшой остров. Моана подумала, что они оказались в пустыне, пока не заметила на валуне изображение рыболовных крюков. Моана сразу поняла, кто здесь обитал. Мауи. Моана стала репетировать свою речь. Мауи многоликий, полубог ветров и морей, говорила она. Я Моана из Матунуи. И вдруг Мауи явился перед ней собственной персоной. Моана, проявив всю свою храбрость, сказала ему, что он должен пойти с ней, чтобы вернуть сердце Тефити. Но Мауи прервал ее, ведь Моана упускала кое-что важное – заслуги Мауи перед родом человеческим. Он сказал, что даровал сердце людям, так же, как до этого солнце, приливы и отливы. Он рассказывал, как добыл огонь для человечества, достал остров с морского дна и даже изобрел кокосы. Единственное, он хотел бы вернуть свой крюк, который потерял в давней битве с ТК. Мауи похвастал всеми своими подвигами перед Моаной и, пока говорил, заманил девушку в пещеру. Там он ее и запер, заслонив проход огромным камнем. Пускай Мауи и совершил великие подвиги, но без обычной лодки он не мог выбраться с острова. Теперь у него оказалось каноэ Моаны, и Мауи готов был вернуть свой волшебный рыболовный крюк в одиночку. Что? Она же может так уметь? Нет, Почему? это только в рассказах море так умеет. Ну, волна же существует. Ну да. Значит, и это существует. Ладно, хорошо, существует. Пускай Мауи и совершил великие подвиги, но без обычной лодки он не мог выбраться с острова. Теперь у него оказалось каноэ Моаны, и Мауи готов был вернуть свой волшебный рыболовный крюк в одиночку. Моане удалось выбраться наружу через отверстие наверху пещеры. Затем она нырнула в воду, стараясь догнать Мауи, но полубог лишь усмехался, уплывая прочь. Казалось, что Моана ни за что не догонит Мауи, но внезапно океан подхватил ее и бросил прямо в лодку. Оба героя были удивлены. Океан явно хотел, чтобы они путешествовали вместе. Моана рассказала Мауи о своей миссии, упрашивая его доставить сердце Тефити в нужное место. Но Мауи отказывался. «Это не сердце, а проклятие», — сказал он. «Как только я взял его, небеса разверзлись». Он не петух. Ага, да. И я потерял свой крюк. Убери это от меня. Моана протянула руку с камнем, дразня Мауи. «Что убрать, это?» А затем их лодку проткнуло копье, чуть не задев Хей-Хея. «Какаморы», — произнес Мауи, нахмурившись. «Кровожадные пираты». Через мгновение какаморы, небольшие создания, облаченные в броню из кокоса, были повсюду. Они метали острые копья и стремились попасть на лодку Моаны. Мауи ринулся к рулевому веслу и крикнул Моане: «Крепи фал, темни штаги». Моана не поняла ни слова, ведь она ничего не знала о мореплавании. «Ты можешь превратиться во что-нибудь?» — спросила она. «Нет крюка, нет колдовства». Какаморы сбили Моану с ног, и камень из ее ожерелья выпал на палубу. Хей-Хей схватил его и проглотил. Один из пиратов утащил петуха на корабль Какаморов. Мауи хотел плыть прочь, чтобы спастись, но Моана схватила весло и ринулась к врагам за Хей-Хеем и сердцем.
Она сражалась с толпами пиратов, раскидывая их веслом. Наконец ей удалось схватить Хэй-Хэя, зажав петуха в зубах. Моана резво спустилась на свою лодку по тросу. Петух плюхнулся на палубу и выплюнул камень. Героям еле-еле удалось убежать от злобных кокоморов. Моана радовалась успеху и намеревалась немедленно отплыть к Тефити, но Мауи настаивал, что они выжили только благодаря его помощи. «Ты не вернешь сердце без героя», — заключил он, а герой говорит «нет». Конец болтовне. Моана знала, как Мауи нравится быть героем, поэтому она сказала: «Если спасешь мир, ты станешь героем для всех». Полубог заколебался на секунду, но он знал, что им ни за что не пройти без его крюка мимо огненного монстра ТК. «Сначала идем за крюком», — сказал Мауи. «Спасем мир», — ответила Моана. «Согласен?» Мауи кивнул. «Согласен». Мауи направил лодку в ту сторону, где должен был находиться его крюк. Моана знала, что полубог талантливый мореплаватель, поэтому она попросила его обучить ее управлять лодкой и находить дорогу в море. Но Мауи отказался. Вот только ему пришлось быстро передумать. Океан выстрелил в Мауи одним из парализующих дротиков кокоморов. Полубог свалился, обездвиженный, и мог лишь говорить. Это означало, что Моане придется управлять лодкой самостоятельно. «Можешь говорить, можешь учить», — произнесла она. «Мореходство, урок первый, давай». Мауи рассказал ей, как читать звезды, солнце, течение и ветер. Это было непросто, но Моана очень старалась. Она ни за что не сдастся. Вскоре они приплыли к высоченной каменной башне. В ходу в Лалатай царство монстров. Мауи считал, что именно здесь покоится его крюк. У Таматоа, монстра, обожающего блестящие штучки. «Он барахольщик», — объяснял Мауи. «Он собирает все, что выглядит круто». Мауи просил Моану остаться на лодке, но она не послушалась и вскарабкалась вслед за ним по скале. «Почему твой народ решил послать, как бы это сказать, тебя?» «Мой народ не посылал меня», — ответила Моана. «Так решил океан». «Если океан такой умный, почему он сам не вернет сердце Тефити?» — спросил Мауи. «Океан самый чумовой шутник». Когда они забрались на вершину башни, Моану начали терзать сомнения насчет сделанного океаном выбора. Полубог стукнул по земле под ногами, чтобы открыть проход, огромную дыру, закручивающуюся спиралью глубоко вниз. Мауи издал воинственный клич и прыгнул в бездну. Хоть Моане было страшно, она прыгнула вслед за ним. Моана упала в воду, и ее падение продолжалось, пока она не попала в Нижний мир. Она сильно ударилась о землю, а Мауи наблюдал, как она скатывается вниз по склону. Вдруг огромный монстр схватил Моану своим языком. Секундой позже другой монстр схватил голову первого, позволив тем самым Моане выбраться. Лалатай оказался мрачным, но сияющим местом. Разглядывая пещеру, Моана увидела гору золота и сокровищ, а на ее вершине сиял крюк Мауи. Пока она размышляла над планом действий, неподалеку возник Мауи. Он хотел использовать девушку в качестве приманки для Таматоа. Когда он явится, отвлекай его», — сказал Мауи. Пока они разговаривали, затряслась земля. Это был Таматоа, медленно пробуждающийся монстр. Моана думала, что сокровища лежат на земле, но на самом деле они покрывали панцирь Таматоа. Таматоа поднял Моану в воздух, зажав ее своей клешней. «Человечек, что привело тебя сюда?» — спросил монстр. Моане нужно было отвлечь монстра, чтобы тот не заметил Мауи. «Твоя красота!» — закричала она. Таматоа заподозрил неладное, будто бы Моана хотела, чтобы он начал рассказывать о себе. Хорошо, что это была его любимая тема для разговоров. Пока краб распылялся о своем величии, Мауи добрался до крюка и ринулся на помощь Моане. Настало время преподать Таматоа урок. Мауи улыбнулся, приготовившись превратиться в сокола, но что-то пошло не так. Мауи превратился сначала в рыбу, затем в крошечного жучка, свинью и, наконец, принял человеческий облик. Мауи потерял контроль над своим крюком. Поняв, что бояться нечего, Таматоа отбросил Моану и атаковал Мауи. Усмехаясь, он отобрал рыболовный крюк у полубога и забросил его себе на панцирь. Моана вспомнила, что Таматоа обожает блестящие вещи, и у нее появилась идея. Держа в руке сердце Тефити, она крикнула: «У меня есть кое-что блестящее!» Таматоа замер, а затем подался в сторону Моаны. Она побежала, споткнулась и, падая, выронила сердце, и она попала в расщелину. Пока монстр отчаянно откапывал драгоценность, Моана забралась на его панцирь, схватила крюк и побежала к Мауи. «Надо уходить», — сказала она.
«А как же сердце?» – спросил он. «Пусть забирает», – ответила Моана. «У меня есть получше». Она обманула Томато, отдав монстру обычную ракушку, вымазанную в светящихся водорослях. Героям удалось сбежать. Оказавшись в безопасности, Моана толкнула Мауи в отверстие гейзера. Источник зашипел, и сильный поток воды выбросил Моану и Мауи из логова монстров обратно в океан. Во время падения Мауи пытался менять свой облик, но все же попытки оказались неудачными. Мы живы!» – радовалась Моана, пока не увидев частичное обращение полубога, его голова стала акульей. К счастью, это продлилось недолго, но Мауи понял, если им едва удалось спастись от Томатоа, ТК им точно не победить. Моана изо всех сил старалась воодушевить Мауи, говоря, что он может вновь пробудить свои силы, но полубог отказывался в это верить. Когда Мауи глядел на воды океана, Моана заметила необычную татуировку на спине полубога. «А откуда у тебя татуировки?» – спросила она. Мауи неохотно рассказал, что они появляются после совершения подвигов. Одна из них на лопатке отличалась от остальных. «Я не рожден полубогом. Мои родители были людьми. Они взглянули на меня и выбросили в море, как что-то бесполезное». Затем он рассказал Моане, что боги спасли его, вырастили и подарили ему волшебный крюк. Когда он вернулся к людям, он осознал, что может заслужить их любовь, давая им все, что они пожелают. «Я стал великим Мауи», – мягко произнес он. Прежде чем ответить, Моана хорошо подумала. «Может, боги хотели найти тебя, может, океан принес тебя к ним, потому что увидел того, Это кто такой? кто достоин спасения, но не боги делают тебя Мауи, а ты сам». Это такой? такая. Такая? Угу. А она, оказывается, зеленая. Еще с травой, Да, правда. камнями, Да, цветочками. да. Но это будет в конце книги. Мауи не хотел показывать, что слова Моаны тронули его. «Ладно», — сказал он, взяв свой крюк, — «приступим». Мауи тренировался, пытаясь вернуть контроль над магией превращения. Спустя какое-то время ему удалось обернуться соколом. Мауи вернулся. В благодарность Мауи согласился обучить Моану искусству мореплавателей. Моане покорились волны, и она успешно довезла Мауи на другой конец океана. Но их радость длилась недолго. Вдруг отовсюду посыпался пепел. А затем с яростным ревом над ними возвысилась ТК, огненный монстр. Мауи тут же превратился в сокола и полетел к острову Тефити, но он никак не мог обойти ТК. Монстр сбил Мауи, полубог, падая, принял человеческое обличие и оказался в воде. Моана навалилась на рулевое весло и кинулась на помощь. Вытащив Мауи, Моана развернула лодку, собираясь ринуться в бой, но он был против. «Мы не сумеем, поворачивай! Моана, стой!» Внезапно ТК обрушила на лодку удар. Мауи вскинул вверх свой крюк, встречая кулак огненного монстра. Треск! Удар волной лодку откинуло далеко назад. Крюк Мауи треснул. «ТК, лава!» — говорила Моана. «Она боится воды. Мы сможем обойти ее». «Я просил остановиться», — глухо ответил Мауи. Моана взглянула на треснувший крюк. «Мы его починим». «Он создан богами», — сказал Мауи. «Его не починишь, без крюка и бесполезен». Моана умоляла полубога одуматься и послушать ее, ведь она выбрана самим океаном. Мауи холодно взглянул на Моану. Океан прогадал. Затем полубог обернулся соколом и скрылся в ночном небе. Моана, побежденная, опустилась на колени. Мауи ушел, ее лодка сломана, и она одна. Держа в руках сердце, она заговорила с океаном. «Я не та, кто тебе нужен. Ты должен выбрать кого-то другого, прошу». Моане хотелось, чтобы океан настоял на своем и оставил сердце ей, но он не стал этого делать. Океан забрал зеленый камень, и тот исчез в толще воды. Затем под лодкой Моаны неожиданно проплыл светящийся скат. Прозвучал знакомый голос. «Ты заплыла за риф так далеко». Моана обернулась и увидела силуэт бабушки Талы. «Я старалась», — сокрушалась Моана, — «но ничего не смогла сделать». Бабушка улыбнулась. «Ты не виновата. Это я взвалила на тебя непосильную ношу. Если ты решишь плыть домой, я буду рядом с тобой». Но Моана не могла заставить себя повернуть назад. Пока девушка говорила с бабушкой, она осознала. Она зашла так далеко, как никто из ее деревни. Она сражалась с монстрами и продолжит свой путь, потому что это ее судьба.
Она Моана. Она запела, и духи ее предков поплыли рядом с ней на массивных каноэ, стуча в барабаны, подталкивая ее следовать вперед. Моана приняла решение. Она нырнула в воду, опускаясь на глубину, на самое дно, чтобы достать сердце Тефити. Когда она выплыла на поверхность, ее окутала ночная тишина, а бабушка исчезла. Но уверенность Моаны никуда не делась. Дочь вождя проворно починила лодку и подняла паруса. Все это время Моана повторяла себе: «Я Моана из Матунуи. Я сяду в лодку, пересеку океан и верну сердце Тефити». Моана легко управляла лодкой благодаря отработанным с Мауи навыкам. Он где-то остался, не захотел с ней идти. Она намеревалась закончить свою миссию. Стоило Моане и Хэй-Хэю приблизиться к острову Тефити, как взревела от гнева ТК. Монстр кидал в Моану горящие камни, не пуская лодку в расщелину барьерных скал, но Моана не сдавалась. Она ловко управляла лодкой, маневрируя в облаке дыма, и ей удалось обмануть монстра. К тому времени, когда ТК осознала, что произошло, было поздно. Моана прошла барьерные острова. Моана уже направлялась в сторону Тефити, но ТК своим кулаком вновь вызвала ударную волну, и та перевернула лодку Моаны, а героиня упала в воду. ТК была готова нанести последний удар, и тут появился Мауи, размахивая своим крюком. «Мауи!» — обрадовалась Моана. «Но твой крюк! Мы обсудили твои слова!» — сказал Мауи, кивая в сторону мини-Мауи своей татуировки. «И я понял, что только мне под силу сделать из себя Мауи. Теперь иди, спасай мир, избранная». Пока Мауи превращался то в кита, то в ящерицу, то в сокола, чтобы отвлечь ТК, Моана забралась на остров Матери. Она вскарабкалась на горный хребет и замерла. На месте острова простиралась пустота. Тефити исчезла. Некуда было возвращать сердце. Моана обернулась, прислушиваясь к внутреннему голосу, и поняла, что делать. Она подняла камень высоко над головой, чтобы ТК заметила ее. Спокойно идя к берегу, Моана обратилась к воде. «Пусти ее ко мне!» В ответ океан расступился, создавая проход между Моаной и ТК. Монстр устремился к Моане, которая начала петь. «Так решай, кто же ты?» «Ой, это ты, что ли? Ты что, еще не спишь? Я думала, ты уже спишь давно, прискакала. Уже столько читаем, а ты бы уже давно уснула, наверное. Ложись в свою манежку. Будешь книжки рассматривать, ладно, Яна?» Да, ТК замедлилась, а затем остановилась перед Моаной. Дочь вождя аккуратно дотянулась до груди ТК и вставила в спиральное отверстие камень. Внезапно оболочка ТК потрескалась. Изнутри спирали исходил свет, и Тефити начала расти. Становилась выше, больше, зеленее. Тефити подняла Моану и Мауи на своей ладони. «Слушай», — начал Мауи, — «то, что я сделал, ужасно. Это не оправдать. Прости меня». Тефити приняла извинения Мауи и вернула ему его крюк, целый и невредимый. Из цветочного вихря на берегу возникла лодка Моаны. Она тоже была целой. Тефити улыбалась. Остров расцветал, все вокруг оживало. Моана и Мауи поняли, что пора прощаться, подходя к берегу. Моана обратилась к полубогу. «Ты можешь поехать с нами», — сказала она. «Мои люди нуждаются в опытном мореходе». «Он у них уже есть», — ответил Мауи. А затем над сердцем Мауи появилась новая татуировка. Моана на собственной лодке. Обняв Моану на прощание, Мауи превратился в сокола и улетел прочь. На острове Матунуи Сина и Туи заметили, что черные и завядшие растения позеленели. Остров оживал. Сина побежала к воде и увидела Моану, проплывающую через риф. Родители Моаны, Пуа и вся деревня приветствовали ее. И Хэй-Хэя на берегу. Вдохновившись приключениями Моаны, жители деревни решили, что пора вернуться к своим корням. Но у Моаны оставалось незавершенное дело. Она взяла ракушку, некогда данную ей океаном, и отнесла на гору вождей, чтобы возложить ее поверх всех камней. Моана была готова стать вождем, но сделает она все по-своему. Теперь можно спокойно плавать. Да. Моане не терпелось показать своему народу новую жизнь, мир путешествий, полный приключений и свободы. Она воин и исследователь, отважная, воодушевленная и слушающая голос своего сердца. Она Моана. Ну вот и все. Мы закончили читать нашу книжку. Спасибо, что слушали нас.
ставьте лайки. И всем спокойной ночи.